Привет! Я давненько не делала разговорных видео. Вообще, я не думала, что сниму ролик на эту тему. Она не связана никак с анимацией, но я просто почувствовала необходимость выразить свои мысли и переживания по этому поводу. Наверное, это можно считать разновидностью сторитайма, я подозреваю. Я хз. Вообще, это могло быть видео с вебки, но я живу в общаге, у меня нет ни света, ни фона нормального, так что я снова говорю с вами через Яру. Ладно, довольно болтовни, перейдем к сути. Эта история началась в самом конце апреля этого года, когда я сидела и играла в Team Fortress 2, люблю эту игру. Моим основным классом, пожалуй, я могу полноправно назвать снайпера. Просто потому что это удобно, когда тебе достаточно нанести один меткий выстрел и противник труп. Но проблема в том, что я довольно фигово целюсь и увидела, как кто-то в чате посоветовал для тренировки АИМа играть в ОСУ. Я такая, слышала про эту игру, видела пару видосов с ней, но никогда не играла. Я вообще никогда не играла в ритм игры до этого. Для меня это темный лес. Я только знала, что в ОСУ там, музыка играет, и появляются кружочки, и по ним надо тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну и я подумала, а чё нет, это действительно звучит как разумная мысль. Ага, тренировать АИМ, играя в ОСУ. Что может пойти не так? Все может пойти не так. Играй в ОСУ, чтобы лучше бить за снайпера. Это великая ложь, которая приведет тебя к многочасовым страданиям, переходящим в мазохистское наслаждение. Если вы видели, как играют опытные осеры, у вас, возможно, возникала мысль, что эти люди очень любят делать себе больно как психически, так и физически. И вы совершенно правы. Игра в ОСУ — это сплошная боль и страдания. И тебя заставляют страдать с первой же минуты. Тебе дают несколько начальных карт, и все, что у тебя есть, это совершенно убогий, громоздкий дефолтный скин и туториал типа кружок появляется, тычь на него, появляется сосиска, тяни шарик по ней. Все, удачи, ты готов к свершениям. А потом ты открываешь первую попавшуюся карту и понимаешь, вау, да я же полное говнище. Обычно на этой стадии Virgin-казуальщики опускают руки и идут играть дальше в свои Gardenscapes. Но для истинного трайхардер чада это вызов. Вызов его реакции, терпению и выносливости. Я приняла этот вызов так достойно, как только могла. Я заваливала карты, я бесилась, у меня тряслись руки, но я не прекращала, потому что тык-тык-тык-тык-тык — это зависимость. Я не уверена, можно ли сказать точно, в какой момент я поняла, что эта дичь меня так просто не отпустит. Возможно, когда я выбила свой первый S-скор, возможно, когда я купила оптико-механическую клавиатуру вместо мембранной, возможно, когда я купила графический планшет. Но в какой-то момент это произошло. Начинала я с мембранной клавиатуры и мыши, как и многие новички. Принцип игры до боли прост. Мышью наводишь курсор, кнопками Z и X на клавиатуре нажимаешь, когда кольцо вокруг ноты сходится. Но при простоте самой механики игры, ее процесс — это настоящее испытание. Видите ли, в ОСУ каждый может создать и загрузить свою собственную карту на абсолютно любую песню. Это означает практически бесконечное количество карт и бесконечное количество различных паттернов. Маппинг может быть как приятно и интуитивно понятный, так и раскалывающий башку, заставляющий тебя на ходу решать ребус, как, черт его дери, это надо прожать. В какой-то момент тебя настигает такое явление, как джампы, и ты понимаешь, что компьютерная мышь — это бесполезный дрифтующий кусок пластика, который не поддается нормальному управлению. Нет, конечно, есть гигачады, играющие на мыши, вытворяющие с ней такое, от чего моя Блади с ЛГБТ-подсветочкой просто пожелает мне удачи, пойдет искать более адекватного хозяина, но я не из тех людей. Играя на мыши, где-то под конец 3-го месяца я уперлась в потолок своих возможностей и поняла, что мне нужен планшет. Контроль курсором с помощью стилуса намного лучше ощущается, и тебе не нужно постоянно переставлять его как мышь, чтобы погасить маус-дрифт. В общем, чистый кайф. Итого, за 5 месяцев игры я прогресснула с этого... до вот этого. Это все еще не впечатлит настоящих мастеров, но я вполне довольна своими результатами и постоянно ставлю новые рекорды. У меня уже больше 1200 pp, кстати. Вступив в комьюнити ОСУ, ты находишь себя немного растерянным. Вокруг тебя куча народу, которые говорят непонятными словами. Повсюду аниме-девочки, песни из аниме, уву-уву, саси-бака, нотис миссиям па... Я вообще не анимешник, и вхождение в ОСУ было для меня некоторым культурным шоком, когда я поняла, что искать годные карты на песни англоязычных исполнителей гораздо сложнее, чем просто смириться с судьбой и слушать милое пение японских девчонок ради качественного маппинга.
В итоге я просто абстрагировалась. Я не знаю, откуда взялось и что значит где-то 98% моей коллекции карт, так как большую часть из них я почерпнула в мультиплеере. Но я точно знаю, что мой первый SS-скор на 4-звездочной карте я поставила на песне, в которой милая девочка поет про то, что хочет умереть. И мои пальцы в процессе игры, в принципе, с ней согласны. Говоря о пальцах, я не знаю, что на самом деле делает чувак из того мема, но я уверена, что именно так и выглядит типичный игрок ВОСу, когда слышит волшебные нотки Freedom Dive. Говоря о Freedom Dive, вы просто посмотрите на это. Freedom Dive — это как легендарный босс, это считайте Эндер-дракон из мира Осу. Но есть тут еще одна легенда, и она уделает этого дракона в пух и прах, потому что это карта, которую невозможно пройти. Никак, вообще. Centipede. Погодите, ее прошли. Разделив этот адский ад на 32 разные карты, раздав ее 32 опытным игрокам, а потом соединив это все обратно в одного дабстепного монстра. Я говорю, игроки ВОСу — это сверхлюди, сомневаться в этом вообще нет никаких оснований. Пока я тут сижу, тыкаю 4 звезды, горжусь собой, где-то там есть люди, прорывающие потолок человеческих возможностей с помощью 2 пальцев и пластиковой ручки. Но важно помнить, что это игра, и она в первую очередь должна доставлять удовольствие, пусть это даже самое странное мазохистское удовольствие, которое вам доводилось получать. Но вообще как-то уже забываешь об удовольствии, когда у тебя карта близится к фулл комбо, 100% аккураси, у тебя появляется тремор в руках, и пульс подскакивает, как будто ты сейчас свалишься на пол с инфарктом. А когда ты заканчиваешь и не потеряв комбо, ты издаешь звук дикого птеродактиля и следующие 5 минут пытаешься успокоить дрожь, размышляя о том, зачем ты вообще делаешь это, неужели тебе и так стресса в жизни не хватает? Я однажды спросила у соседок по общаге, считают ли они игру ВОСу разновидностью селф-харма, на что они единогласно ответили, что да. Я еще раз глубоко задумалась о смысле их ответов, а потом пошла играть в ВОСу. Со стороны это, кстати, звучит не так эпично, как когда ты в наушниках. Как вы вообще со мной живете в одной комнате, а? Ну, не мешает совсем, потому что мозг не реагирует на определенные звуки, поэтому можно спокойно ложиться спать под агрессивное долбление по клавишам и видеть прекрасные сны, так что нет, не мешает. Мне все равно. Они говорят это чисто из вежливости, я уверена. Итак, вы увидели историю моего нового, не очень здорового увлечения. Я не знаю, если вам интересно смотреть, как я играю, если вы сами играете и хотите со мной мультиплеер, заходите в мою телегу, я пощу туда все по этой теме. Вау, офигеть, я реально сделала целое видео по Осу, наверное, это новая стадия. В любом случае, спасибо большое за просмотр, теперь вы знаете еще один факт обо мне. С вами была Настя Климова, хорошего дня. Кстати, да, аим в Team Fortress у меня так и не улучшился. Я все еще танцую там от Сасамбу. И кажется, я забросила шутеры ради заброса в ВОСу. Да уж, бывает.